Тансан – главный герой боевого континента, и стоит сразу сказать, что он точно не злодей. В аниме есть явный, очевидный злодей – это Бибидун. Тут даже нечего думать. Она убивала мирных 100-тысячелетних зверей ради колец. А еще начала кровопролитную войну против других империй. Она предстает в образе властной жестокой императрицы, которая пытается подчинить себе целый континент. Бибидун – вот настоящий злодей боевого континента. И в итоге она ответит сполна за свои действия. Тогда почему возник вопрос, является ли Тансан героем? Все очень просто. Хотя Сан главный герой аниме, но его точно не назовешь добряком. Он боевой мастер, решительный, уверенный, готовый не щадить других ради своих близких. А еще вырос в секте убийц. В его прошлой жизни он обучался искусству убивать, а это скорее всего оставило свой след. Временами Сан поступает довольно безжалостно со своими врагами, но за своих друзей и близких готов умереть. Есть еще один важный момент. Образ Тансана в аниме несколько отличается от первоисточника. Если вы читали новеллу, то все прекрасно понимаете. В аниме он показан более мягким, спокойным и добрым. Ближайший пример это то, как вел себя Тансан со старейшинами в клане Чистого Неба. В новелле он с ними вообще не церемонился, говорил прямо, очень уверенно и твердо. Он их реально поставил на место. В аниме он разговаривал с ними слишком уважительно и мягко. Это, конечно, неплохо, но факт таков. В аниме Тансан сдержанный, добрый, спокойный и дружелюбный. И лишь изредка выходит из себя, чтобы наказать плохишей. Получается, многие жесткие моменты целенаправленно были вырезаны в аниме. Создатели из-за цензуры или ради зрителей сделали Сана более положительным персонажем, убрали разные спорные моменты. Например, в новелле Тансан в одиночку истребил около 500 мастеров духовного храма, когда проходил через разные города, вернувшись с острова морского бога. Большинство погибли, а другие лишились рассудка из-за ментальной атаки Тансана. Он нападал беспощадно и даже не давал ни одному из них шанса на побег. В аниме, конечно же, создатели решили убрать это событие и сделать более зрелищное и эпичное появление монстров Шрека в городе Силу, где они героически спасли двух императоров. Второй яркий пример изменения сюжета аниме в угоду положительного образа Тансана – это смерть Циньмина от рук титулованного призрака. В новелле этого не было вообще. Тогда зачем создатели придумали такой оригинальный сюжет? Представьте, что выглядит более благородно – отомстить за смерть учителя, убив призрака, или просто напасть на него из-под тишка. Согласно первоисточнику, Тансан напал на призрака, потому что тот находился ближе всех к нему, а еще он хотел убрать призрака из-за мощного навыка слияния. Без призрака Хризантема сам не сможет активировать этот навык. То есть в данном случае Сан действовал рационально, выбрав стратегически самый лучший вариант. Какой сюжет лучше, это уже вам решать. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Боевой континент очень большое, сложное произведение. Множество персонажей, характеров и личностей переплелись в интересном захватывающем сюжете. И его главный герой тоже довольно разносторонняя личность. Как мы уже говорили, Тансан без сомнений является главным героем, представляющим праведную сторону. Однако некоторые составляющие его жизни смещены в сторону злодея. Например, скрытые атаки, использование яда, скрытое оружие и способность пожирать чужую духовную силу. Кстати, в других частях боевого континента мастеров, способных поглощать силу других, называли злобными мастерами. Даже унаследованные боги Тансана, например бог Асура, больше склоняются к темной стороне. Можно вспомнить тот случай, когда Тансан в битве с морской иллюзией вышел из себя и частично перевоплотился в образ Асуры. Его гнев, справедливая ярость и жажда убийства показали другую сторону личности Тансана. Это как в реальной жизни. Нет полностью черного и белого. Бывает, хорошие люди иногда поступают плохо, а плохие способны на хорошие поступки. Тансан в целом положительный герой, но временами ему приходилось поступать и по-другому. По правде говоря, в аниме ни Тансан, ни даже бог-ангел Цянь Ринсюя, которая по идее должна быть за добро, не были воплощением абсолютной справедливости. Большая часть того, что они делают, на самом деле основана на их собственных интересах. Да и весь мир боевого континента построен на битвах и сражениях, властью того, кто сильнее. Какой можно сделать вывод? Тансан – это своего рода герой с нотками злодея, а в образе Асуры так и вообще полон зла и ярости. Но, наверное, в произведении это неплохо. Интереснее, когда главный герой может поступать по-своему, идти различными путями и по-разному достигать целей. С врагами он безжалостен, а с остальными вполне дружелюбен. А что вы думаете? Тансан больше герой или злодей? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр и всем пока!